Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами находимся на трассе Р-280 Новороссия. Едем мы от КПП Чингар в сторону Мелитополя. Именно этот отрезок дороги я вам и планирую сегодня показать, каково его состояние, какой автомобильный трафик на этом автомобильном отрезке дороги. Расстояние приблизительно 116 километров от КПП Чингар до объездной дороги Мелитополя. Этот кусочек дороги входит в Азовское кольцо, которое в общей сложности будет составлять 1427 километров вокруг Азовского моря, как вы уже поняли. И задумка такая, что вся эта дорога будет в четырехполосном исполнении, то есть по две полосы в каждом направлении. Ну а сейчас дорога в основном, вот если брать от Мариуполя и до Джанкоя, в двухполосном исполнении, по одной полосе в каждую сторону. Ну, дорога капитально отремонтирована, приведена в нормативное состояние. И сразу забегая вперед, хочу вам сказать, что ехать одно удовольствие. Да, конечно, по одной полосе приходится обгонять фуры, вот такие длинномеры, тихо идущие автомобили. Но обгонять приходится, конечно, где разрешено, где прерывистая разметка, по сплошной не обгоняем, конечно. Ну и вот ждешь иногда, конечно, скорость то прибавляешь, то сбавляешь. Это, конечно, немножко раздражает, но в пределах разумного. Раздражает, может быть, неправильно выразился, так хорошо можно ехать. Вот первый кусочек от Чингара, от КПП, посмотрите, здесь вот разметка великолепная. Ехал я днем по этой дороге, ну и наблюдал вот за происходящим. Трафик на дороге достаточно такой оживленный. Больше, мне показалось, машин едет в Крым. Ну и из Крыма, конечно, много. Хочу пару слов сказать о КПП Чингар. Вот, на выезд из Крыма вообще очереди практически не было. Там несколько, 2-3 машины, много постов, которые вот на въезд работают, я имею в виду. А вот на выезд просто открыли, заглянули в машину, сколько человек едет, и все. Ну, буквально 2-3 минуты, как я заехал на этот КПП и выехал. Прошло не больше 3 минут. Едешь там, конечно, потихонечку. Так что вот такая ситуация на въезд с этой дороги, вот с Херсонской области в Крым. Конечно, там стоишь подольше, там 15-20 минут. Я вот когда заезжал, проходишь, такая рентген-установка, все пассажиры выходят. Ну и тебе прям диктор говорит ехать со скоростью 5 км в час. Проезжаешь через этот вот аппарат и становишься в очередь, выходишь из машины, берешь документы на машину и вместе со своими пассажирами отдаешь паспорта. Вот в кабинку там вносят твои данные на компьютер, спрашивают откуда, куда. Ну и потом еще такой беглый осмотр. Открываешь капот, и в машине бардачки, какие там есть в наличии, все открываешь. Дежурные вопросы: наркотики, оружие и другие запрещенные вещества везете или нет. Ну и на этом, собственно, все. И дальше двигаетесь по своим делам. Так что, на выезд из Крыма, вот в сторону Херсонской области, вообще ничего не спрашивают. Просто выезжаете и едете. Ни одной камеры пока нет, так что можно здесь немножко и прибавить скорости. Дорога, еще раз скажу, великолепная. Вот вы сами все это видите. Что не сказать о отрезке дороги от Джанкоя до КПП Чингар, там 38 километров. Ям нету, но вот этот ямочный ремонт на шлепке, ехать так не очень тоже приятно. Ну, может быть, ее еще, почему вот у меня предыдущее видео было, я его обязательно в конце этого ролика вставлю вот во всплывающих окнах. В конце ролика вы это все увидите. У кого есть интерес, кто не смотрел еще, может посмотреть. Ну а вот КПП Чингар,
Ну, дорога, вот сами видите, вообще не вызывает никаких нареканий. Достаточно много участков, где разрешен обгон. Вот дорога такая прямая, поворотов и кривых так не очень много, и идет она вдоль Азовского моря. Вот если в данной ситуации мы с вами двигаемся, то дорога, говорю, море будет у нас по правую сторону. Азовское море. Еще раз повторю, это будет Азовское кольцо. 1427 километров. Что интересно, дорога идет, вот это кольцо будет до Джанкоя, и в Джанкое, я-то думал, она пойдет по трассе, эта дорога по трассе Джанкой-Феодосия, а нет. Она будет идти, считаться вот это Азовское кольцо, дорога Джанкой-Симферополь, и уже по Тавриде, дальше до Керчи, через мост до Краснодара и туда в сторону Ростова. Вот она, это, в сторону Ростова и Таганрога. Вот это будет считаться кольцо. 1427 километров. В четырехполосном исполнении дорога будет категории 1Б. Ну, то есть, если дорога 1Б, это разрешенная скорость будет 90 километров в час. Здесь очень много еще, кстати, нужно будет сделать обходы вот этих всех населенных пунктов, потому что вот даже здесь мы с вами двигаемся, и будет видно и заметно, что вот эта дорога проходит прям по центру населенных пунктов. Ну, так раньше было принято, идет дорога, а дома ставили прям с обеих сторон дороги. Ну, это вот сейчас так и есть. Поэтому приходится в населенных пунктах, как вы знаете, снижать скорость до 60 километров в час, а в некоторых даже и до 40 километров в час. Ну и вот образуются такие вот небольшие тянучки, ну и время теряете. А когда сделают обходы, то просто будет великолепно. Так что грандиозное строительство идет. Я думаю, все это где-то до 30-го года будет задумано. Но если темпы строительства будут ускорены, как обещает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, который курирует все эти стройки, он умеет руководить, и вот я думаю, что процесс будет ускорен. Ну, а так, конечно, интересно будет понаблюдать за этим строительством. И еще одна важная новость по строительству вот этой трассы Новороссия Р-280, что приступили к планировке территории и к строительству, пожалуй, на этой дороге самого крупного объекта. Это строительство обхода Мариуполя. Как известно, сейчас дорога проходит по центру Мариуполя, и весь трафик, вот если вы едете из Таганрога в сторону Джанкоя, весь трафик идет практически по центру Мариуполя. Все легковые, грузовые машины идут вот по центру Мариуполя. А с учетом того, что ежегодно трафик прибавляется и прибавляется, люди все больше и больше осваивают эту дорогу, и трафик увеличивается, то, конечно же, это не дело по центру города его пускать. Тем более там и экология ухудшается, выхлопы, асфальт разрушается. И начали строить обход Мариуполя. Он будет в четырехполосном исполнении, также категории 1Б. Протяженность этого отрезка будет чуть больше 30 километров. И когда построится, увеличится пропускная способность этого участка до 40 тысяч автомобилей в сутки. И сократит, конечно же, время поездки, а также уменьшит нагрузку на дороге, как я сказал, по центру города, и улучшит экологическую обстановку для местных жителей, а для водителей уменьшит время в пути. Ну и вот в проекте предусмотрено 6 транспортных развязок, 14 путепроводов, 3 моста, ну и, соответственно, конечно, барьерные ограждения. Стоимость всего проекта обхода Мариуполя оценивается в 24,5 миллиарда рублей. Срок окончания строительства до конца 2028 года. Ну, как я уже сказал, я думаю, что если будет
дана команда, то гораздо раньше построят этот объезд. И, конечно же, это уменьшит количество машин в самом Мариуполе и улучшит, как я уже сказал, экологическую обстановку. Ну а водителям, транзитерам уменьшит время в пути. Да и одна приятность — ехать без светофоров, без пешеходных переходов. Едь и едь себе, а то вот в городе там, конечно, особо не разгонишься, а если еще и пробки в городе, то это вот такое еще мучение по городу ехать, а по городу ехать достаточно большое расстояние. Так что вот такой объект начинают строить. Ну и хочу сказать, что вот от Ростовской области до Мариуполя там почти, да не почти, а везде четырехполосное исполнение. Только в населенных пунктах дорога идет по полосе в каждую сторону. Ну и там тоже идет довольно-таки активное строительство обходов всех этих населенных пунктов. Благо их там, конечно, не очень много, но они есть. Там и Новоазовск, тоже его там вот он по краю заходит, там тоже идет такое активное строительство. У меня в планах, дорогие друзья, и этот участок дороги вам показать. Ну и, соответственно, вот город Мариуполь — это самый такой грандиозный участок дороги будет вот строительство. Я уже и говорил, что в Мариуполе сейчас идет активное разминирование территории аэропорта, и после стабилизации обстановки аэропорт начнут усиленно восстанавливать. Я уже еще помню те времена, когда вот летал самолет Москва-Мариуполь. Там час с небольшим, по-моему, время полета, и прилетаете. Он находится там в районе между Мариуполем и Мангушем, этот аэропорт. Там, кстати, тоже дорогу строят четырехполосную такими активными темпами. Ну и, соответственно, по Ростовской области северный обход Ростова, обход Таганрога с выходом на трассу М4 Дон. Там тоже идет бурное строительство. Сейчас там я вот ехал, когда небольшие пробки. Ну, опять же, зависит от того дня недели. А когда это построят, все, представляете, вот такая великолепная дорога будет. Ну и, соответственно, в Крыму от КПП Чингар в сторону Симферополя, до Симферополя будет четырехполосное движение. Там тоже обход Симферополя в сторону Алушты и Ялты. Сейчас тоже идет там обход, и трассу разделили на два этапа до Алушты. Обход Алушты сейчас строят ударными темпами, тоже 4 полосы. Так что работы идут. Ну и, соответственно, от трассы Таврида все съезды в сторону моря, это Судак, Феодосия и дальше туда, все будут в четырехполосном исполнении дороги. Вот такая задача была еще давно поставлена президентом. Ну и сейчас все эти проекты реализуются. Где-то более весело идет работа, где-то более медленно, но сам факт, что такие работы идут. Ну а мы тем временем двигаемся вот по интервалу по трассе Р-280, участок от КПП Чингар до Мелитополя. Именно вот этот участочек мы с вами сейчас и смотрим. Ну и вот пока я все это рассказывал, вы, наверное, обратили внимание, что дорога, конечно же, ну, просто великолепная. Это старая дорога, просто ее привели в нормативное состояние. Посмотрите, и осевая прерывистая разметка, ну, где-то она прерывистая, где-то сплошная, и вот по краю дороги, где обочина, тоже сплошная белая разметка, чтобы было видно, что вот где заканчивается дорога, вернее. Ну и, собственно говоря, 116 километров до Мелитополя, до объездной дороги Мелитополя. Тоже вот объездная дорога есть Мелитополя, но она тоже вот в двухполосном исполнении, ее тоже предстоит расширить до 4 полос. Собственно говоря, всем этим нужно будет заниматься. Ну а вот мы проезжаем с вами переезд железнодорожный. Я обратил внимание, троллея висит
контактный провод для электрической тяги, для электричек, электровозов. Ну, не знаю, вот как местные жители, может, напишут в комментариях, если будут смотреть, как вот идет работа тут, ходят ли какие-то электрички пригородные или ну, поездов дальнего следования, соответственно, нет, конечно. Если бы они были, мы бы об этом знали, но вот такое местное сообщение какое-то есть, или пока, как вот говорится, до лучших времен, до стабилизации обстановки. Ну, а этот кусок вот как раз это часть Херсонской области и Запорожской. Мелитополь — это уже вот Запорожская область. Черешню приезжайте сюда кушать. Так что будем следить по мере возможности за этой вот дорогой, как будет идти ее строительство. Конечно, объемы колоссальные, но вот здесь где-то вот от Таганрога до Джанкоя приблизительно 450-460, по-моему, километров этот вот участок дороги. Ну, его, собственно, ну и от Джанкоя еще до Симферополя, там тоже километров 45-50, вот их предстоит даже не реконструировать, а построить в 4-полосном исполнении. Так что работы здесь планируются грандиозные. Здесь вот, как вы видите, пока вообще никакого намека на то, что работы какие-то будут вестись. Но чем ближе подъезжаешь к Мариуполю, чем ближе подъезжаешь туда в сторону Ростовской области, тем это все дело заметнее. Дороги строятся. Ну и это хорошо. Будет альтернатива Крымскому мосту. Почему-то сейчас вот больше людей все-таки едут на мост и стоят там от 2 часов, а и больше. Вот последний раз тоже, когда выезжал, опять там со стороны Тамани до 700 машин стояло, со стороны Керчи там 300-350 машин, хоть и увеличивают количество постов досмотра, но все равно очередей не избежать. Ну, а если народ массово вот сейчас поехал, то, конечно же, пробки там будут такие колоссальные, грандиозные, потому что досматривают, как говорится, с пристрастием. Ввели еще норму, что нужно показывать документы, паспорта на машину, и вот личность. Раньше-то просто посмотрели, там проверили сумки, все это, и поехал. А сейчас нужно еще и регистрироваться. Собственно говоря, как вот со стороны Джанкоя то же самое, но здесь вот, по-моему, все быстрее проходит. Кто, конечно, едет со стороны Краснодара, оттуда, с южных городов, то, конечно, ему удобнее ехать через Крымский мост. Ну, а кто едет с севера, вот с Москвы, Санкт-Петербурга, там и с Тулы, Орла, это вот, конечно, вот по этой дороге, если они еще едут в сторону южного берега Крыма, по этой дороге, конечно, им ехать намного удобнее и быстрее будет. Но, опять же, здесь тоже есть свои плюсы и свои минусы. Один из минусов, что по одной полосе в каждую сторону будет ехать какая-нибудь фура, там 50-60 километров в час, и все, и за собой такой хвост соберет. Хотя вот М4 тоже платная дорога, там с 917, по-моему, по 1043 километр начали тоже строительство. Масштабное будет осуществлено. Это вот район Каменск-Шахтинского и прочее. Сейчас там по 2 полосы в каждую сторону. И планируют Росавтодор сделать по 3 полосы в каждую сторону. То есть вот этот участок дороги там с 913 или 17, точно не помню километра, 917 по 1043, там 100 километров, планируют сделать по 3 полосы в каждую сторону. Именно вот этот участок, потому что там такой тоже интенсивный трафик, ну и постоянные там пробки вот в районе Каменск-Шахтинского, города Шахты, Новошахтинск, вот там все вот такое тоже. Так что, ну, сначала там, вот как сказали, я когда прочитал, думаю, ну все, сейчас
М4, там то Дон тоже встанет в пробках. Хотя там, прежде чем начнут вот эти пристраивать еще по одной полосе, сделают объездные дороги, чтобы было не менее 2 полос в каждом направлении. Конечно, скорость движения ограничит там, но сам факт, чтобы бутылочного горлышка не было. А то вот едешь, потом раз какую-то сделают, блоками огородят и какой-то проезд сделают такой узкий-узкий. Ну вот вроде говорят, что такого не будет. Будет сначала сделаны объездные пути, и потом только начнется вот это строительство. Так что, дорогие друзья, вот и М4, там постоянно что-то тоже делают, то мосты ремонтируют, то путепроводы ремонтируют, тоже там сужают движение. Ну и вот будет в районе Каменск-Шахтинского по 3 полосы в каждую сторону, бессветофорное движение. Это как вот, кто знает, на подъездах к Москве, там тоже начинается где-то километров за 50, может быть чуть больше, по 3 полосы в каждом направлении. Ну а подъезжая к Москве, там в районе Видного, там уже и не 3, а там все 6, по-моему, полос в каждом направлении. Ну не 6, там может 4-5 точно есть. Так что вот такая ситуация. Ну а здесь мы вот видим с вами, иногда едешь, машин нет, одно наслаждение. Вы не думайте, я так сильно не гнал, просто я немножко увеличил скорость видео, чтобы так сильно не затягивать процесс. Ну и посмотрите, вот вы тоже видите, наблюдаете, в сторону Крыма вот машин больше идет. Вот Валберес, кстати, вот видите, Валберес много очень. Вот еще смотрите, какие длинномеры, фуры идут в Крым. Получается, вот Валберес, Озон, очень много машин, длинномеры, все вот эти вот фуры идут. Ну и поговаривают, что так неофициально пункты выдачи Валберес и Озон тоже есть и в Донецке, и в Мариуполе. Но я думаю, что со временем скоро и официально все это будет. Каков механизм там, я вот до сих пор и не понял, я так читал, так и не понял. Но если озадачиться, можно там все это сделать и получить свой, соответственно, товар с этих маркетплейсов. Так что тоже вот такая ситуация. Ну и по мобильной связи, как вы знаете, в Крыму отменили роуминг для операторов. Но у меня вот два оператора, 2 телефона, МТС и Мегафон. МТС там и работал, подключаешь Вся Россия Плюс, 115 рублей в месяц, и пользуйся телефоном как дома. Ну, там, правда, трафик интернета ограничен 500 мегабайт в сутки. Если израсходовали эти 500 мегабайтов, скорость падает катастрофически на интернет. Если нужно будет докупать. Ну, а Мегафон, там, К-Телеком, заезжаете, когда в Крым, отключаете автоматический роуминг, выбираете определенного оператора, к нему подключаетесь, и тоже как дома. Но вот я это все подключил на Мегафоне, там и в Керчи, и практически связи у меня не было. Хоть и говорят, что... Потому что у Мегафона собственных вышек нет. Может быть, я что-то неправильно настроил, но сам факт, что Мегафоном вот в Крыму я практически не пользовался, только МТСом. Так что вот смотрите, можно купить оператора местного, там Волна Мобайл и другие операторы местные. Тоже можно купить временно, вот там специальные тарифы, пакеты есть для отдыхающих. Так что такая вот ситуация, я так рассказал, все более-менее. Ну и Крым ждет туристов, судя по дороге. Вот сейчас я еду уже где-то середина дня. Можно по тени определить вот от деревьев. Но машин не очень много. Вот видите, в основном идут грузовые машины, фуры, а легковых вот пока не очень. Но будем надеяться, что курортный сезон начался. Ну, погода еще, конечно, подкачала. Погода, конечно, непонятная в этом году. Ну и люди вот ждут, ехать, не ехать. Ну, а здесь своя прелесть тоже, вот курорты Азовского моря, тут Бердянск, Геническ, Мариуполь, там много поселков, Урзув, вот,
В том году, конечно, были битком. Ну, а сейчас я вот, если честно, не знаю, как вот местные там донецкие ездят вот в Седово, туда вот в районе Новоазовска, Мелитополь, говорю. Ну, с Мелитополя едут тоже на Азовское море, на Черное. А там Милекино, Ялта, Донецкая Ялта, не путать с Крымской, ну и всякие там другие поселки, Юрьевка и прочее, прочее, много там на Азовском море находится. Тоже пользовались всегда популярностью, чем удобно. Вот из Донецка там 110-115 километров люди приезжают там на 1-2 дня, а кто-то приезжает с утра, приехали, искупались, покупались, позагорали и вечером домой. Тоже достаточно удобно. Ну, а кто-то снимает жилье, тоже вот своя прелесть. Конечно, Азовское море на 4, где-то на 3-4 градуса всегда теплее, чем Черное море. Ну, и оно мелкое. Там, по-моему, если мне память не изменяет, на Азовском море самая большая глубина где-то от 14 до 16 метров. Так что особо там прогревается хорошо. Но когда вода слишком прогревается, тоже всякие там бактерии начинают активно развиваться. Медуз полно, когда, вот видите, тоже свои минусы есть, когда вода сильно теплая. Но кто-то не любит холодную, там 22 для кого-то это холодная вода, а для кого-то самое, ну вот, особенно если там с Урала, с Сибири люди приезжают, смотрят так, вот 22 градуса, самое оно купаться, а для местных это холодно. Конечно, стройка дороги, нужна мобилизация, много техники. Если вот строить сразу несколько участков, я вспоминаю, как строили трассу Таврида, вот фирма ВАТ. Она практически по всей длине дороги была задействована. Там такое мощное строительство было. Все это я вот освещал, как строилось. Кому будет интересно, можете на канале посмотреть. Все эти ролики у меня есть. Ну и здесь... А здесь вообще в 2 раза больше вот этот интервал. Если там от Керчи до Симферополя 200 с небольшим километров, то здесь 450, в 2 раза больше. И если брать от границы, допустим, от границы, ну это от Таганрога, да, от Таганрога до Джанкой 450, от границы Ростовской области там поменьше будет. Ну, естественно, вот этот кусок от Ростовской области до Мариуполя уже практически сделан. Самые сложные будет это все вот обходы населенных пунктов строить. Здесь-то ничего не мешает, там обхода населенных пунктов наверняка там и перекладка коммуникаций будет, ну сложно там ЛЭПы, все это вот нужно будет в определенных местах тоже перекладка, установка новых опор, ну работа, еще раз говорю, грандиозная. Помимо того, что саму дорогу надо построить, еще и придорожную инфраструктуру, затем нужно будет всякие заправки. Ну вот, кстати, здесь вот не так часто, но встречается много таких заправок незнакомых, ну а из знакомых это вот бренды Атан и ТЭС, это крымские заправочные гиганты, будем так говорить. Здесь они тоже есть, я так понял, я вот когда проезжал, присматривался, но эти заправки были еще в старые времена, так что я думал, это построили новые, но нет. Здесь эти заправки вот Атан и ТЭС были уже, но какие-то там по ходу открываются опять, вот опять же неизвестные там, но тоже что, едешь, бензин заканчивается, нужно где-то заправляться. Сопутствующие товары вместе с бензином, там где-то и поесть, всякие хот-доги, кофейку попить, тоже все это нужно. Туалеты обязательно нужны вот на дорогах. Все это, когда будут строить четырехполосные карманы для отдыха, заезжаешь, вот как на Тавриде, все это нужно будет строить. И, конечно же, обязательно вдоль трассы нужно ставить вышки сотовой связи, чтобы
на протяжении всей трассы была мобильная связь. Я вот даже хочу сказать, что когда Тавриду запустили, вот она особо страдала, тоже отдельные участки дороги особо страдали, что вот мобильная связь не покрывала. Но сейчас вроде вот едешь, смотришь, вроде сейчас более-менее хорошо и интернет работает. Ну и я уж не говорю про звонки. Так что работы ожидаются грандиозные. Это помимо того, что все эти вот в населенных пунктах разрушенные здания и сооружения, все нужно восстанавливать. Ну и, конечно же, транзитная дорога трассы Новороссия Р-280 обзаведется атрибутами транспортных путей общероссийского значения. Это развязки, освещение, съезды, виадуки и мостовые переходы. Насытится вся эта трасса сопутствующим сервисом. Как я уже говорил, вдоль трассы должны быть и заправки, и шиномонтажные, и ремонтные мастерские, конечно же, автомойки и придорожные кемпинги и стоянки. И за максимальной приближенности к берегам Азовского моря трасса заполучит грандиозные преференции промежуточного отдыха в пути водителей, путешественников и заездах на побережье. В канве проекта ему придается две дороги местной подчиненности от Симферополя до Армянска и райцентра Джанкоя. И вот еще такие новости. Вдоль всей федеральной трассы будут создаваться инновационные туристические пулы мест временного размещения, отдыха из 15 кластеров. На протяжении 15 лет планируется где-то до 40-х годов действия федеральной программы подъема приазовской локации, являющейся местом жительства около 2,5 миллионов новых граждан России. И будут введены в строй почти 700 пляжей, туристических зон, кемпингов, мини-гостиниц, глэмпингов и пансионатов. В регионе решено поставить ударение над компактными формами поселения и стимулировать активный туризм. Это даст молодым субъектам Российской Федерации дополнительный рынок труда, трудоустройства, который оценивается свыше 150 тысяч рабочих мест. И хочется также отметить, что вот эти все инновационные транспортные проекты на юге России давно перестали иметь статус локальных. Они оказывают влияние на всю сферу внутреннего туризма страны, упрощают логистические решения как в курортной отрасли, так и благотворно влияют на экономику южных регионов. Трасса Р-280 Новороссия с завершением ее строительства, можно именно так сказать, не реконструкция, а строительство, займет одно из наиважнейших положений в иерархии дорожно-транспортных автомобильных потоков Российской Федерации. Это вот такой туристический кластер будет. Вот, проезжая по этой трассе вдоль Азовского моря, немножко вот вы устали, можете действительно свернуть, подъехать к берегу, благо это будет недалеко. Ну и, соответственно, там где-то можно будет остановиться на 1-2 дня. Ну а если кому-то и понравится, может быть и на большее время. Так что можно будет двигаться по этой дороге, не спеша, там, определить конечные маршруты, там, Крым, а вот, ехать и с зелеными, как говорится, остановками, с ночлегом. Ну и, как я уже говорил, вся эта дорога, Азовское кольцо, протяженностью 1427 километров, будет в 4-полосном исполнении, и также планируется подъезды к морю, к Азовскому морю, подъезды от этой дороги. И если брать вот с этими подъездами, общая протяженность данного маршрута будет почти 2000 километров. Так что вот, как я и говорил, запланировано до 30-го года все это строительство. И на это вот все направят не меньше 500 миллиардов рублей, что действительно и явно подчеркивает масштаб и значимость этого амбициозного проекта. А автомобильная дорога, вот еще раз напомню, Р-280
начнется от федеральной трассы М4 Дон, потом А291 Таврида, А290 Новороссийск Керчь и А289 Краснодар, Славянск на Кубани, Темрюк. Этот кусок от Краснодара до Крымского моста, до хутора Белый совсем недавно сдали, вот сейчас его сделали платным, и ехать по нему одно удовольствие. Конечно, дороговато, там сейчас 118 километров дороги, стоит 750 рублей, по-моему, этот участок. Но там не будет, кстати, там не будет вот этих вот пунктов оплаты. Все будет фиксировать камеры, считывать номера, и потом вам будет приходить счет, который нужно будет оплатить в течение 5 дней там на сайте Автомобильной дороги России. Я вот уже, кстати, прочитал, даже умудряются, когда заезжают на эту трассу, снимать номера и ехать без номеров. Но не тут-то было. Сразу же все это пресекли и поставили несколько пунктов, мобильных пунктов ДПС. То есть гаишники стоят на машинах, останавливают, если едете без номеров, а это штраф на первый раз ни много ни мало 5000 рублей, а второй раз попадетесь, там лишение, по-моему, до 6 месяцев. Так что это быстро вот пресекается. Тоже вот вы номер сняли, едете, будет там стоять гаишник, не будет, кто знает. Правильно? А 5000, вот посчитайте, сколько раз вы за 5000 можете проехать по этой дороге. Ну, я так подозреваю, что посты ДПС там будут стоять постоянно. Но они вот именно будут работать на пресечение проезда без номеров. Это также вот первый опыт у меня был, вот, когда дублер Кутузовского проспекта сделали в Москве 10 километров. Я вот, когда его только-только открыли, один из первых по нему проехал. И заезжаешь на него, проезжаешь, камеры считывают твой номер. Там проезд за 10 километров 600 рублей был. Так что почувствуйте разницу. Здесь 600 рублей за 10 километров, а тут 750 за 118. И пришел, да, вот дороги России, вот приложение, там вот парковки можно оплачивать, очень удобное приложение, и туда мне пришел счет на 600 рублей. Просто оплатил его, и все, никаких проблем. Так что и здесь вот такой участок. Ну, на М4 много уже операторов убрали, которые вручную вам чеки выдавали. Просто прикладываешь карту к терминалу, она списывает с вас деньги, и вот вы как раз шлагбаум открывается и проезжаете. Конечно, от Москвы дороговато, там до Ростова, до Краснодара, по-моему, в рабочие дни с понедельника по четверг там 4500, около 4000, а вот пятница, суббота, воскресенье и того дороже, там где-то чуть меньше 5000 рублей. Ну вот такая дорога. Хотя можно где-то какие-то участки проехать по бесплатной дороге. Это вот я сказал цены для легковых машин, а для фур там вообще какой-то космос. Но с каждым годом все увеличивают стоимость проезда по этим дорогам. Тем более мотивируют, что вот М4, хотя ее начали еще строить в советские времена. Но все равно деньги за проезд берут, обуславливая это тем, что дорогу нужно содержать. Обещали, что будет она вся освещена, но большая часть, конечно, дороги не освещена еще. Хотя достаточно много участков, которые вот с освещением. Ну и готовясь вот к этой поездке, я тоже читал про трассу Р-280, не нашел нигде, какая часть будет с освещением, какая нет. Ну а если точно взять от Ростова и до Симферополя, вот этот кусок 635 километров. Ну а если брать вот этот именно кусочек от Таганрога до Джанкоя, там 450 и 460 километров. Так что вот его и предстоит грандиозно реконструировать. Ну, а проще сказать, фактически это такое новое строительство будет. Потому что, смотрите, его ведь будут строить, а движение по вот этим участкам дороги закрывать нельзя. То есть рядом где-то будут еще 2 полосы пристраивать, потом эту реконструировать.
перебросят проезд на уже готовую. Это вот как трассу Тавриды строили от Керчи до Феодосии. Этот участок дороги, он был действующий, и там вот так и строили, не перекрывая движение автомобилей. Ну, а, собственно говоря, вот вы, пока я вот это все вам рассказываю, вы смотрите, какая дорога. А мы с вами едем и едем. Я лично проехал эти 115 километров до Мелитополя с огромным удовольствием, рассматривая по сторонам, как и что. Ну, многие пишут, что как по ней ехать, там ведь существует комендантский час в ночное время. Вот еще раз, я уже и в ответах писал в комментариях, и еще раз хочу сказать, что на эту дорогу комендантский час не распространяется. Так что можете по ней смело ехать в любое время дня и ночи. Никто вас не привлекет типа за нарушение комендантского часа. Так что можете смело ехать. Когда большой трафик, конечно, здесь вот этот участок лучше, конечно, ночью проскочить. Как правило, дальнобойщики в это время спят все. И вот видите, фуры все-таки присутствуют, и ты за ними едешь, ждешь, пока будет возможность ее обогнать. Но благо тут машин не очень много. Я ехал достаточно комфортно. Ну а когда будет большой трафик, вот придется, конечно, немножко потолкаться в каких-то участках дороги, понервничать. Но еще здесь есть блокпосты, они особо не беспокоят. Вот на некоторых могут остановить, спросить, заглянуть в салон. Ну, вот когда я ехал в Крым, один раз я показал паспорт. Когда я ехал из Крыма, ничего не показывал вообще. Один раз меня, по-моему, или два раза остановили. Заглянули в салон, пожелали счастливого пути и двигайся дальше. Ну и, собственно говоря, мы с вами и двигаемся. Вот видите, с правой стороны такая большая заправка такого нам незнакомого оператора. Но какая разница, знакомый оператор, незнакомый. Главное, что она работает, и можно сойти кофейка выпить, ну и, соответственно, по прямому назначению использовать, заправиться топливом. Бензин всякий есть, я уже говорил цену. Если в Крыму 95-й на Атане бензин стоит 67 рублей 5 копеек, то в Запорожской и Херсонской области на том же Атане 95-й бензин стоит 67 рублей 99 копеек, на 94 копейки больше. Я об этом знал, естественно, и прям буквально перед выездом из Крыма заправил полный бак 95-го бензина. Вот видите, Валберес стоит опять, фура. Очень много Валберес, вот этих фур. Ну, и вот посмотрите, с левой стороны на стоянках, видите, там кафешки, заправки, фуры стоят. Ну и по всей длине дороги их достаточно много. Ну и вот почти на рубль бензин дешевле получается в Крыму. Ну, тоже, конечно, дороговато, там 67 рублей. Но, опять же, это ведь все логистика. И, ну, главное, что он есть. Вот и в Запорожской области, и в Херсонской области можно смело ехать. Если забыли заправиться где-то там, откуда стартуете, то не переживайте, здесь заправки есть. Конечно, не так часто, как хотелось бы, но на трассе Тавриды, кстати, они тоже заправки сейчас вот где-то большие разрывы там тоже делают. Вот обход Лосева там в Воронежской области тоже вот заправок днем с огнем не найдешь, только-только начинают там строить. Так что, дорогие друзья, следите. Ну и в принципе можно открыть карту с заправками и посмотреть, если вот когда едете, строите себе маршрут не так спонтанно. Ну а мы с вами подъезжаем к конечному пункту нашего путешествия. Это вот начало объезда Мелитополя. Там мы с вами и закончим, потому что то уже мы будем смотреть с вами другое видео. Просто сильно затягивать тоже не хочется. Ну а вы сами убедились, что вот этот кусок дороги в 115, в 116 даже километров, ну просто великолепный.
нормативное состояние у него, потому что еще года 2 назад, помню, жаловались, именно вот этот кусок дороги не очень хороший был. Но все сделали. Ехать одно удовольствие, вот даже кто едет не очень быстро, можно вот даже обгонять по тем местам, где это все разрешено. Так что смело, и кто едет вот с северных регионов, смело можете ехать по этой дороге. Достаточно комфортная, ну и сэкономите немного времени, потому что вот там через мост, все едут через мост, стараются проехать через Крымский, там часто его закрывают, ну и скапливаются пробки в пунктах досмотра с обеих, причем сторон, из Тамани, из Керчи. Так что выбор, конечно, за вами, но есть уже альтернатива проезда в Крым. Так что думайте, как поедете. Ну, а Крым ждет. Погодка, я надеюсь, наладится, и все придет в норму, и туристы поедут и по этой дороге. Надеюсь, вот это видео будет вам полезным. Что знал, то рассказал. Пишите в комментариях, какие есть вопросы. Я на них с удовольствием отвечу, которые знаю. Ну, а вы, собственно говоря, не слушайте сплетни, что дорога, я вот, кстати, где-то читал, тоже дорога убитая, по ней ехать невозможно. Но не верьте ушам своим, верьте глазам своим, как говорится. И вот смотрите, какая дорога. Это июнь месяц, самое свежайшее видео. Сейчас мы вот подъедем, Мелитополь прямо будет, а мы с вами свернем направо на объездную дорогу. В сам Мелитополь я не поехал, задачи такой не было. Хотя можно было проехать по Мелитополю, посмотреть, как там ситуация тоже с дорогами. Но я уверен, что дороги там тоже ремонтируются. Первое дело, прям сразу власти занялись дорогами. Ну и здесь вот кусочек тоже построят железную дорогу, так что будет такой вот транспортный хаб в Мариуполе, морской порт, железная дорога, автомобильная дорога. Если еще и сделают, отремонтируют аэропорт, то вообще будет замечательно. Собственно, все это вы видите. Смотрите, вдоль дороги зеленые насаждения. Это мы уже подъезжаем с вами к Мелитополю. Ну, а я на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Обязательно поставьте лайк этому видео. Кому интересно, прямо вот в начале сезона поехать по этой дороге. Пишите свои вопросы, пишите комментарии, отзывы. Ну и всего вам хорошего. И до следующего видео. Нас ждет следующий участок этой трассы. Туда, от Мелитополя в сторону Бердянска. Посмотрим, каково там состояние трассы Р-280. Повторю, пока здесь она только вот в двухполосном исполнении, эти участки. Но сами видите, что дорога замечательная. На этом все. Ну, а вы досматривайте вот этот кусочек. Вот видите, ЛЭПы проходят над дорогой тоже. Когда расширять ее будут, если ЛЭП, опора ЛЭП не входит в зону строительства трассы, то, конечно, хорошо. Если входит, это дополнительные трудности. Ну и вот указатель направо. Мы поворачиваем, Мелитополь прямо, а мы поворачиваем с вами направо и уходим по объездной дороге в сторону Бердянска. Всего вам хорошего и до свидания.